Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим творожно-овсяные вафли без муки. Готовятся эти вафли очень просто, буквально 5 минут, и получается, посмотрите, какие пышные, красивые и румяные. А по текстуре эти вафли лично мне напоминают манник с небольшим привкусом овсянки. Для приготовления этих вафель нам понадобится творог. Творог у меня не сухой, но и не очень влажный, посмотрите, он очень мягенький. Общее количество творога у меня здесь 2 стакана или 425 грамм. Также нам понадобится овсянка для этого рецепта. Это овсянка быстрого приготовления, она готовится буквально 3 минуты на плите. Геркулес или обычная овсянка для этого рецепта не подходит. Общее количество овсянки здесь у меня тоже 2 стакана или 180 грамм. Также добавляем 2 столовые ложки сливочного масла, которое я заранее растопила и немножко охладила. Сюда же в общую массу добавляем 2 столовые ложки сахара, я делаю с горкой немножко. Пол чайной ложки соды, и также я добавлю немножко ванилина буквально на кончике ложки. Также нам понадобится 6 яиц, яйца холодные из холодильника. Пробиваем всю получившуюся массу погружным блендером до однородности. Сначала это делать не очень удобно, потому что очень много овсянки, но потихонечку масса начинает смешиваться, занимает этот процесс несколько минут. Следите внимательно за текстурой теста. Тесто должно быть более-менее однородным, без видимых кусочков овсянки. Здесь уже видно, что тесто стало более гладким и по густоте оно напоминает немного теста на оладьи. Вот такое оно должно получиться, тесто готово. Пока тесто у меня стоит и отдыхает, я включу вафельницу режима мне больше среднего. Свою вафельницу я никогда ничем не смазываю, сколько бы я ни делала вафель разных, по разным рецептам, они никогда у меня не прилипают. Я пеку огромное количество вафель, делаю их очень часто, и уже основываясь на свой опыт, могу сказать, что вафли прилипают тогда, когда либо вафельница нагрета очень слабо, либо в тесте отсутствует какое-то масло растительное или сливочное, либо покрытие вафельницы не самое качественное и у вафельницы плохие нагревательные элементы. Время выпекания вафель зависит конкретно от вашей вафельницы. В моей вафельнице этот процесс занимает 1,5 минуты на вот эти конкретные овсяные вафли. Готовые овсяные вафли достаточно хрупкие, поэтому аккуратненько их вытаскиваем на решеточку и желательно им дать немножечко остыть. Повторяем процесс выпекания с оставшимся тестом. Всего из этого объема теста у меня получилось 12 больших вафель. Эти вафли очень хорошо хранятся при комнатной температуре до 2-3 дней. Также их можно разогревать в тостере, после этого они становятся просто как свежие. А также их можно заморозить впрок до 6 месяцев. Чтобы вафли хорошо замораживались, их нужно после выпекания хорошенечко охладить. После этого распаковать по пакетам и положить в морозильник. Замороженные вафли прямо в замороженном виде очень хорошо разогреваются либо в тостере также, либо их можно положить просто в духовку и на парочку минут подержать до тех пор, пока они не станут снова теплыми и хрустящими. Эти овсяно-творожные вафли без муки имеют особую такую текстуру. Они больше похожи на кекс внутри, очень деликатные. Их даже в принципе и резать не нужно, они легко разламываются на небольшие кусочки. Текстура пористая, рассыпчатая. Они по вкусу хорошо сочетаются с кусочком сливочного масла, с медом или с кленовым сиропом. Если вам понравился этот рецепт, дайте мне знать вашими лайками или комментариями. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.